Рядом с приемным покоем стояли машины, изрешеченные пулями, из которых стекала кровь. Это были все гражданские люди. Потому что количество больных поступало в таком темпе. И родители на него просто легли, они оба погибли. Были те, кого доставили мертвыми, или те, кто умер по дороге. До больницы доехали те, кто выжил. Они все это слышали. Они это слышали. И террористы ворвались в медпункт. Они убили всех раненых, которых они лечили. Это не ислам, это не мы, это какие-то другие люди. Это была, может быть, даже охота. Вадим, вы заведующий врач отделения ортопедии больницы Сорока. Совершенно верно. Вы, наверное, один из первых, ваше отделение, ваши коллеги, кто стали принимать раненых 7 октября. Совершенно верно. Утро 7 октября. Где оно вас застало и как вообще хронология этого дня? То есть можете ли вы поделиться и даже этих суток? Как происходил ваш день? Ну, как вы помните, это была суббота, это был праздник. В отделении, кроме дежурной бригады, не было никого. И, собственно говоря, эти врачи, которые были в дежурной бригаде, они первые столкнулись с первыми пациентами, потому что первых пациентов привозили не амбулансы, не какие-то официальные средства доставки пациентов. Их привозили сами граждане, которые оказались или свидетелями, или даже жертвы этой атаки. То есть на стоянке рядом с приемным покоем стояли машины, изрешеченные пулями, из которых стекала кровь, потому что раненых привозили так, как было, кто мог. И даже подъезжая к больнице, ты понимал, что тут произошло что-то страшное. А вот непосредственно само утро, когда все это началось, вы где были, как ваш день? Я не был в больнице, мне позвонили в 6:30 и сказали, что, то есть я, как все нормальные люди, спал в этот день. И по сути дела, большинство врачей не находилось ни в больнице, ни в отделении, и люди стали подтягиваться, но масштабы самой этой трагедии и всего этого несчастья было очень трудно понять, даже по сообщениям. Моя супруга, которая работает в Сороке, она работает в рентгене, и она приехала в отделение до меня, и она в больницу, и она тоже не могла понять. Было понятно, что происходит что-то ужасное, потому что количество больных поступало в таком темпе, который больница Сорока не знала до этого. И можно уже, забегая вперед, сказать, что сейчас мы знаем, что такого количества тяжело раненых и вообще раненых в таком темпе, в такой концентрации на сегодняшний день нет никакой больницы в западном мире, которая бы столкнулась вот именно с таким массовым поступлением раненых. Просто для примера я вам скажу, что в первые 16 часов больница получила около 700 раненых, среди них было очень много тяжелых. И был такой период, который это все компьютер регистрировал, поступление пациентов, что на протяжении часа с четвертью был определенный такой час, когда каждую минуту поступал пациент. То есть было за первые 60 минут этого часа поступило 60 пациентов. Просто чтобы объяснить масштабы этой трагедии в сравнении с чем бы то ни было, что происходило до этого, в нашей литературе, в профессиональной литературе описаны случаи вот такого массового большого поступления пациентов. Самый ближайший к этой трагедии это был марафон в Бостоне, где было 215 раненых одномоментно, которых распределили в 4 больницы. 4 крупные бостонские больницы. То есть ни в какие масштабы вот эти первые 700 раненых, кто поступили в Сороку, это сравнить было не с чем. Большинство из них были, конечно же, ортопедические. И опять же, забегая вперед, я могу сказать, что сегодня, после почти года продолжения войны, Сорока приняла около 4000 раненых, и гражданских, и военных, в основном гражданских, которых первое время, как минимум, среди которых более 80% были пациенты ортопедические. То есть это в основном конечности, или в том числе у них были ортопедические травмы.
А вот в первый день, в первые минуты пациенты, кто именно поступал? Это гражданские лица? Поступили первые пациенты, поступили молодежь Это с фестиваля. И следом за ними в следующие часы начали поступать жители этой арии вокруг Газы. Это кибуцники, которые жили в непосредственной близости с Газой. И вот это, конечно, усилило ощущение кошмара, потому что кроме того, что те травмы, с которыми люди поступили, они были совершенно невероятные, это было совершенно очевидно. Даже человек, который никогда не имеет никакого отношения к военной травме, было очевидно, что их расстреливали с нулевого расстояния. То есть у людей были раздроблены конечности. Часто можно было понять, что их не пытались убить, а пытались мучить, потому что стреляли по конечностям из крупнокалиберного оружия, я имею в виду калашников, крупнокалиберные. Вы имеете в виду по ногам, по рукам? По ногам, по рукам. Поступали пациенты, у которых уже не было конечностей, то есть им оторвало конечности именно этими выстрелами. Эти подробности, они, может быть, неприятны для слуха людей, которые не сталкиваются с этой специальностью, с этой трагедией, не столкнулись так вблизи. Но это очень важная подробность именно потому, что мы сразу поняли, что тут просто творилось убийство. Это не был бой, это не было какое-то, то, что называется в английском языке collateral damage. Это было непосредственное желание убить через мучение как можно большее количество людей. Это было очевидно, что над этими людьми издевались. Было очевидно, что тех, кто остался жив, их мучили и расстреливали с нулевого расстояния, зачастую уже раненых, уже лежавших. Я говорю только про тех, кого нам доставили живыми, были тех, кого доставили мертвыми, или тех, кто умер по дороге. А непосредственно вы когда приехали в больницу? Я приехал не в самом начале, то есть заняло время добраться до больницы. И как всем, кто был в этот день отдален от больницы. Но отделение продолжало работать в том темпе, и отделение, вся больница была, то есть даже отделения не хирургические, отделения терапевтические, тут же перестроились. Понятно было, что мы не можем разместить всех хирургических, всех травматических больных в отделении ортопедии или хирургии. Поэтому тут же были освобождены отделения терапевтические для того, чтобы открыть новые платформы для госпитализации пациентов. Операционные работали нон-стоп, 24 часа в сутки, много операционных. В течение первых нескольких дней люди отказывались уходить, даже когда появилась эта возможность, я имею в виду врачей и персонал больницы. На третьи сутки я с трудом уговаривал людей пойти отдохнуть, потому что было понятно, что они нужны будут и дальше. То есть все практически оставались в больнице, все спали в больнице, включая меня, и никто спали. Спали, это был сон по 15-20 минут где-то удавалось. Наше отделение работало, по крайней мере, первую неделю 4 операционные, 24 часа в сутки постоянно. Те трагедии, которые поступали, не давали нам ни отвлечься, ни задуматься о чем-то другом. И в том числе это просто разворачивались человеческие драмы. То есть в одной комнате мы пытались спасти молодого парня, которого просто отстрелили ногу фактически. Он приехал уже с ампутированной ногой. Можно сказать, огнестрельная ампутация травматическая. А в параллельной комнате рядом с ним ампутировали ногу его невесте. То есть они вместе, кстати, потом они поженились, и, так сказать, это было, может быть, такое более светлое продолжение этой истории. Но ребята, это с фестиваля? С фестиваля. С фестиваля. Да. Вот поделитесь вашим ощущением, первые часы, минуты, что вы знали о том, что произошло? Какие до вас доходили сведения вот, утром, днем? И когда вы поняли, вообще осознали, что на самом деле произошло?
То есть с самого начала, что вы думали, что вам говорили, что случилось? Смотрите, врачи, медсестры и вообще работники больницы, которые живут поблизости к больнице, это большая часть. То есть всем стало понятно, что происходит и в большей или меньшей степени, и потому что Бершеву и всю округу бомбили. То есть добраться до больницы, не остановясь в стороне, не прилечь, потому что ракеты падают непосредственно на Бершеву, было невозможно. То есть все понимали, что развязана какая-то война. Понять, что непосредственно происходит на этом фестивале и в окрестностях, было очень трудно. Если вы помните, даже в печати и в официальных новостях сведения о погибших начинались с нескольких десятков, потом это в течение первых дней это дошло до сотни, до 3 сотен. Я уже не помню всю точно эту хронологию, но о том, что было убито почти 1500 гражданских лиц, я подчеркиваю, это были гражданские лица, это стало известно только через, если я не ошибаюсь, чуть ли не через неделю. То есть даже непосредственно в больнице нам было очень трудно понять, сколько поступило, потому что каждая группа, мы поделились в отделении на группы, и каждая группа занималась конкретным пациентом, его увозили в операционную, и, в общем, людям, которые находились в операционной, не всегда было понятно, что творится дальше в приемном покое. Понятно, те, кто был в приемном покое, те, кто принимал этот основной первую волну пациентов, было понятно, что творится что-то невозможное, но, тем не менее, полностью понять масштабы было трудно. Параллельно мой сын, старший сын, который отдыхал в гостинице на юге, позвонил и сказал, что он получил повестку на призыв на резервистскую службу. И он мне просто известил, что он едет домой с женой и спрашивает меня, как ехать. Я не понял этого вопроса, что значит, как ехать. Сядь на машину и едь. Ему нужно было заехать домой, чтобы оставить жену, чтобы продолжить дальше в армию. И только потом я понял, что ему уже было известно, что не все пути из Мицпарамона до Бершевы были открыты, а я все еще этого не понимал. То есть я не понимал, что по дорогам ездят террористы и просто отстреливают людей. Но вот это как раз вот эта информация про террористов, вы когда не узнали? То есть я предполагаю, вам как работника медицины, может быть, полиция что-то начала сообщать, военные, что происходит. Я думаю, какая пришла информация вот в этом плане, и когда она уже до вас дошла, что это террористы ворвались, которые просто расстреливают людей? Это стало понятно довольно быстро, но нам, людям, которые непосредственно в первые дни даже, которые занимались непосредственно лечением людей, у нас не было времени смотреть новости. У нас не было времени получать какую-то информацию, так сказать, от каких-то официальных источников. Может быть, основными источниками информации были те люди, которых к нам эвакуировали. То есть поступили молодые ребята с этого фестиваля, потом поступали жители кибуца, которые рассказывали, что они, будучи ранеными, их не могли вытащить из этой мясорубки в течение 8, 10, 12 часов. Я знал семью, которые просидели в этой комнате защитной 24 часа, пытаясь обороняться. В них стреляли через эти железные двери, попали, убили отца семейства, который умер на глазах у 3 детей, который в конце концов от отчаяния мать вытолкнула их из вот этого бронированного окна. Она открыла окно изнутри, вытолкнулась, вылезла сама, и они просто убежали навстречу неизвестности, не понимая, о чем идет речь, что творится за пределами их дома. Отец семейства остался, он умер на глазах у детей, остался. То есть это истории, которые мне, как внуку, выжившим в Холокосте, известны, может быть, только из истории моей бабушки, истории литературы, которая вот описывала те эпизоды, когда просто люди бежали в неизвестность или на глазах у них уничтожались целые семьи. И есть семьи, которых
о которых никто не расскажет, потому что то, что там произошло, этого не осталось свидетелей. В основном это жители кибуцов. То, что происходило на фестивале, это эти люди не были склонны сразу делиться своими впечатлениями. То есть можно понять, люди, которые были... В шоковом состоянии. Иногда просто в таком физическом состоянии, которое не позволяло обсуждать эти вопросы. И, в общем, все это было... Будем говорить так, нам было трудно понять масштабы, нам было трудно понять, когда эта волна закончится, волна поступления. И с каждой минутой становилось все более и более ясно, что творится что-то ужасное. А дети к вам тоже поступали? Да, к нам поступали дети. В основном это были дети из населенных пунктов вокруг Газы. Кибуцы. Кибуц Бери, Нероз. Я уже не помню точно из какого кибуца, но был мальчик. Это одна из тяжелых таких историй, которого повезли к нам. У него было ранение в живот. Его прооперировали. Потом первые реанимационные мероприятия, когда он немножко стабилизировался, выяснилось, что у него есть еще одно ранение в ногу, которое тоже требует операции. Но поскольку оно уже было не связано с опасностью для жизни, нужно было подписать, он несовершеннолетний, нужно было подписать кого-то из родителей. Когда мы с ним разговаривали, выяснилось, что родители оба его погибли, потому что они были вот в этой комнате безопасности в кибуце. Им прострелили окно, бронированное окно, по-видимому, из противотанкового ружья, и кинули несколько гранат внутрь этого помещения, и родители на него просто легли. Они оба погибли, и он на протяжении 8 часов лежал под трупами родителей. На каком-то этапе он пытался связаться с родственниками через телефон, и даже родственники его не поняли. Они думали, что это какая-то глупая шутка или это какой-то розыгрыш непонятный. Они даже не сразу поняли, что ребенок просто говорит, пишет правду. Он боялся говорить, потому что он не знал, как далеко ушли. И он лежал раненый в живот и в ногу под трупами родителей на протяжении 8 часов. И он выжил, не истек кровью? Он выжил. К счастью, ранения были не очень тяжелые, благодаря тому, что родители, собственно, своими телами его заслонили. И было очень драматично. То есть мне, человеку, который сам служил в армии и работал в Сорокино, я работаю в Сорокино на протяжении последних 35 лет. Мы прошли не одну войну. Я был в этих войнах с разных сторон. И по ту сторону границы, и по эту сторону границы. Как врач, как резервист. И таких страшных историй я не помню. А сколько этому ребенку лет было? Мальчику было 14 лет. Была девочка лет 11 на глазах, у которой убили маму. Просто застрелили в упор. Она это видела. Ее не убили или промахнулись, или, в общем, трудно понять. И она поступила к нам тоже с легким ранением, но ребенок в 11 лет видел, как убивают ее маму. Это очень тяжелое испытание. Даже слышать это от ребенка, это очень тяжелое испытание. Это дети сами рассказывали эти истории? Они рассказывали это, естественно, их тут же окружили профессиональной помощью, были психологи, были социальные работники. Но, то есть мы специально вопросов не задавали, естественно, то есть мы занимались своими делами, но все равно эти осколки этих историй докатывались через несколько дней. Все это было ужасно. Это были все гражданские люди? Абсолютно гражданские люди, абсолютно люди, не имеющие никакой, как эти ребята, юноши и девушки на фестивале, также эти дети в кибуце, которые вообще, если тот, кто правильно понимает
весь этот и политический расклад в Израиле, то на границе с Газой жили люди, которые всегда очень оптимистично относились к арабо-израильским взаимоотношениям. И это всегда люди левого уклона политического. То есть, будем говорить так, что для них это был больший шок, потому что частично их родители и жители их поселков, они помогали жителям Газы, многие из них развозили на лечение и так далее. То есть, будем говорить так, что для них это был более неприятный сюрприз, чем, может быть, для людей, которые были изначально настроены. Да, мне рассказывал в одном из интервью, у нас был гость Эдуард Штерн, фотограф, который в первые дни он фиксировал с армией, со спецслужбами все, что происходило. Они были в кибуц-Бери, то есть было много команд, и 3 недели он хотел на второй день отказаться, это очень тяжелое. Он до сих пор не смотрел свое интервью, ему тяжело далось. Кстати, вот этот закрытый фильм к показу, очень много работ у него именно там. И он как раз делился историями, вот вы сказали, что забрасывали гранатами, он об этом много говорил, что действительно стреляли то ли из РПГ, забрасывали детские спальни, все это он видел, все, что там было, это действительно, да. И то, чего я не знал, и вы сейчас тоже об этом говорите, что вот эти... Все, кто забежал из Газы, их называли, как же их называли, жители в тапочках, так, после террористов. Это были в основном те люди, которые работали в этих кибуцах по 20-25 лет. То есть, кого прикормили, так сказать, да, кому давали работу, давали деньги. То есть, они же первые пришли в свои дома, там, где они работали, туда убивать. То есть, и они были наводчиками, потому что были вот эти много карт, вы, наверное, знаете, все. Это люди, которые там работали. Многие, которые работали в кибуцах, они хорошо знали, где кто живет, они знали адреса, они знали, где может быть вооружение в доме. Совершенно верно, они знали, где офицеры. Именно команда в каждом кибуце, вот есть самообороны, отряд самообороны, они знали, кто в каком доме, они знали, где их был штаб в каждом кибуце, там где бронежилеты, шлемы, то есть вот они все прекрасно знали. То есть как раз о чем вы говорите, да, вот товарищи, которых многие защищают, в итоге чем это для нас обернулось. Вадима, такой вопрос. Смотрите, если можете отвечать, если нет, то нет. Сколько людей погибло по дороге или уже в больнице, которые подверглись всему этому наших? Это мне очень трудно сказать, потому что я не уверен, что такая статистика есть. Часть людей привезли уже мертвыми в больницу, и это постоянно случалось. Привозили людей, которые, может быть, погибли сразу на месте, но те, кто их собирали, они не знали этого, у них не было достаточно медицинского образования. Относительно небольшое количество погибло уже после приезда, потому что были кровопотери или какие-то травмы несовместимые. А изначально больница, она вообще в принципе рассчитана на такой поток пострадавших или нет? Ни в коем случае. Нет такой больницы, которая была бы рассчитана. То есть мы будем говорить, что есть такое понятие в больнице, как экстремальное количество пациентов. Я, может быть, затрудняюсь сказать, как это звучит точно по-русски. Но когда системы больницы, даже те, которые, так сказать, врачи, которые находятся дома, которые должны приехать в случае каких-то экстраординарных ситуаций, такая ситуация рассматривается от 8 одновременно поступивших. Неважно, это военные события или это какая-то авария. То есть объявляется экстренная ситуация. Больница, наверное, по самым худшим сценариям мы рассчитывали на от 60 до 100 это в день? Поступивших одномоментно. С одного события, скажем так. Этого никогда не было. Предыдущая война в Газе, несокрушимая скала, на все протяжении, это было практически двухмесячное, мы приняли то же количество пациентов, которые приняли в первый день в этой войне. То есть пропорции совершенно несопоставимые. И можно было бы ожидать, что вся система, так сказать, жизнеобеспечения, всей инфраструктуры больницы рухнут, не справится.
Но этого не случилось. То есть открыли операционные в тех местах, в которых не было операционных, открыли дополнительные места для диагностики, дополнительные КТ, которые не были в непосредственной близости от приемного покоя, это emergency room. И, в общем, однозначно сегодня можно сказать, что это ужасный опыт, но больница выстояла в нем с честью, с высоким профессионализмом. То есть справились, нашлись врачи, Абсолютно. которые... Врачи приехали, ну, чтобы объяснить, как это происходило. Кроме тех врачей, которые не находились в больнице, и приехали, естественно, все, как только смогли. Приехали врачи из других больниц. Приехали пенсионеры, которые ушли на пенсию, ну, скажем, в недавнем прошлом и не работали, они вернулись. Несколько врачей из моего отделения, которые находились на длительных стажировках в Канаде, в Америке, они просто сели на самолет и прилетели. Они не прилетели в первый день, естественно, но я вел с ними разговор, и на каком-то этапе я даже сказал, что, вы знаете, у нас достаточное количество. Приехали коллеги из других больниц. Не было ни одного заведующего ортопедическим отделением в Израиле до самого севера, кто бы не позвонил мне спросить, чем можно помочь. То есть все готовы были? Все были готовы, все приехали, и количество... В отделении появлялись люди, которых я не знал никогда, появлялись люди, которые объявляли, что я вот там доктор оттуда-то, я доктор оттуда-то, и, пожалуйста, используйте меня. А как сказал один из моих коллег, которому я сказал, что, по сути дела, может быть, уже и нет такой необходимости. Он сказал, он был в Канаде, в Торонто, и он мне сказал, что это не имеет значения. Я уже взял билет, я вылетаю, и говорит, если я тебе не нужен как врач, то я буду санитаром, нет проблем. Как долго длился вот поток такой пациентов? Это сутки, двое, вот такой непрерывный? Первые 2 суток это были самые напряженные. Естественно, первые 16 часов это было наиболее интенсивное. То есть везли сами родственники, жители? Да. Окей. На вторые сутки более или менее, то есть все время задается вопрос, почему всех везли в Сороку. Это не было отрегулировано ни Министерством здравоохранения, ни службой тыла, никем. Люди просто садились на машину и ехали в ближайшую больницу. То есть никаких направляющих не было. На следующие сутки, когда уже подключилась и служба тыла, больные стали распределяться, и когда вот эти вот экстренные службы, которые вывозили больных, раненых непосредственно с эпицентра событий, конечно, они уже стали распределять их более равномерно по другим больницам. Опять же, тех, кого можно было везти или перелетать, с кем можно было на большие расстояния. То есть я правильно понимаю, вот по вашей оценке и ваших коллег, в основном старались именно стрелять по конечностям? То есть это было принципиально? Это, наверное, отчасти на фестивале это было так. На фестивале именно по ногам, по рукам? Но отчасти нужно отдавать отчет в том, что люди, которым стреляли в грудь, в живот и в голову, они просто до нас не доехали. Ну, получается, они террористы просто в толпу стреляли? Вот они стреляли, те, кто выжил, рассказывают о том, что это фактически, ну, собственно говоря, есть документация и по видео, которые сохранены. Это была, может быть, даже охота. За ними ездили, гонялись, их отыскивали в канавах, тех, кто сумел, даже раненые, туда доползти и спасаться. Люди пытались залезть под машину, под какие-то... На автобусных остановках были такие бетонированные средства защиты от ракетного обстрела. Люди прятались туда, там их закидывали гранатами. Понятно, что до больницы доехали те, кто выжил. Смотрите, у нас лежал мужчина
русскоязычный, по-видимому, не очень долго в стране, поскольку я даже не сумел спросить его сколько, поскольку у него иврит был не очень хороший. Он сумел спасти свою жену. Жена была на 9-м месяце беременности. Если я не ошибаюсь, она родила или 7-го, или 8-го по приезду в больницу. Он был ранен, лежал у нас в ортопедии. Жена была в отделении в родовом. И он спас ее, будучи раненым, вытащил. Не сумели каким-то образом уехать. Я уже подробности не могу вам сказать. Или на своей машине, или кто-то им помог. И вот этот тут ужас в глазах человека, который видел, что в них стреляли с нулевого расстояния. Иногда люди рассказывали, что по всей вероятности их оставили, потому что были уверены, что они убиты. Подстрелили, они упали, и террористы пошли дальше. Пошли или поехали, проезжая мимо. Вот. Но и даже из тех рассказов, то есть я не был непосредственно на территории происходящих событий, но по тем рассказам было понятно, что это какой-то садизм невероятный и кровожадность, которую очень трудно оценить и описать. То есть, что движет вот этими людьми, которые отстреливают детей. То есть мы слышали разные истории и тех детей, новорожденных, которых убили на глазах у родителей, а потом убили родителей и так далее и тому подобное. То есть это какой-то каннибализм, с которым мы, по-видимому, не сталкивались до этого. Вот опять же в закрытом фильме, для закрытого показа, я, честно, видел часть небольшую, мне попало на глаза. Досмотреть до конца это невозможно, сразу говорю. А вот эти все зверства с нагрудных камер, с камер наблюдения, там были зверства, не просто расстрелы, я даже не хочу это произносить вслух. У вас были ли пациенты-свидетели вот таких конкретных зверств? Или, как правило, все, кто был рядом с этими зверствами, они не остались живых? Ну, естественно, остались люди, которые видели гибель всей своей семьи. Они остались раненые, и все, что они услышали, когда они пришли в сознание, там, в реанимации, после операции, то, что от семьи не осталось ничего. С этими людьми мы тоже должны были работать, мы с ними, нужно было давать им какой-то оптимизм, какую-то надежду. Поскольку сам я живу в непосредственной близости к Сороке, то у моих детей, которые выросли там, у моих 4 детей были друзья, которые погибли. Кто-то на этом фестивале, кто-то в службе в армии там где-то в окрестностях. И, в общем, будем говорить так, даже у моего самого маленького ребенка, которому, собственно говоря, на тот момент было 19 лет, количество похорон, в которых он принял участие, оно не пропорционально к его возрасту и к каким бы то ни было ожиданиям. Это были и его одноклассники, и ребята из параллельного класса, и просто соседи с нашей улицы. А что касается ребят военных, не гражданских, вот у нас были убиты наблюдательницы, мы знаем, были ранены, они тоже к вам поступали? В большинстве тех мест, где на базах террористы ворвались, они просто уничтожили всех. Тех, кого не уничтожили, они забрали в плен. У моих детей были друзья, которых просто утащили в Газу, и там 2 из них через несколько месяцев выяснилось, что они погибли. Это кого в заложники именно взяли? Взяли в заложники. Про одного было более-менее понятно сразу, что он погиб, хотя его, так сказать, тело не было найдено. Оно было найдено, по-моему, через 10 месяцев только. Один был жив, и мы знаем, что он был жив, и, может быть, даже не был ранен, когда его захватили, но нашли его только убитым, буквально недавно. Были вот, в том числе, одноклассник одного из моих детей. То есть все это случалось рядом.
Ну и как бы живя в Израиле, как вообще в маленькой стране, а уж тем более, так сказать, на юге и в тех местах, где мы обитаем, и где дети мои закончили школу, где они ходили в какие-то кружки. В общем, получилось так, что каким-то образом всех нас это коснулось. То есть нет на сегодняшний день людей, которые кого-то не знают и не знают кого-то. Это слишком маленькая страна, слишком большое количество погибших и раненых. Ваши дети, они, если я правильно понял, они у вас служат до сих пор. Они в Газе, на севере. Трое моих детей были, один был на срочной службе, и просто в эту субботу у него у него был выходной, он был дома. Его в 7 утра ему позвонил командир, и он поехал на базу. И он до сих пор, с самого начала войны, уже год там? Он был и до этого, у него срочная служба, поэтому он до сих пор там. Сейчас их всю дивизию перебросили на север. Мой старший сын, который, собственно, врач, но он был призван как резервист, как солдат в свою часть, и он тоже был в Газе. Вот недавно он освободился из резервистской службы и вернулся как бы в отделение в свое, в ортопедическое, в другой больнице. И средний сын, дочка моя не была призвана, средний сын учился за границей, он бросил учебу, потому что его друзья были призваны, он не мог оставаться там, он бросил учебу и вернулся. Единственное, что я точно знаю, что я, будучи человеком, который вырос на историях о погромах, мой дед, который уже давно не с нами, рассказывал мне о погромах на Украине в начале прошлого века. Моя бабушка, которая рассказывала мне всю семью, которую уничтожили фашисты в Чернигове. Я вырос на историях о страшных вещах, включая литературу, которая попадалась любому советскому мальчику. И я уверен, что то, что делали мои дети, они воевали против нацизма, который докатился до наших времен. Они воевали против фашизма, который приобрел другие формы. Но это то же самое. Они воевали против абсолютного зла. Это абсолютное зло. Я глядел в глаза этому абсолютному злу. Я видел и слышал вещи, которые я думал, что никогда не услышу. И, в общем, я не знаю, очень часто разделяют между военными и гражданскими в Израиле, кто пострадал больше. Я думаю, есть такие времена, которые были в Советском Союзе во время Второй мировой войны, когда между фронтом и тылом не было какой-то красной линии. Все на службу победе, все все для победы, все для того, чтобы уничтожить это абсолютное зло. Поэтому, когда мы говорим о наших солдатах, многие из них, как и мои дети в том числе, они гражданские люди. Они не хотели воевать, они не собирались, они не искали этой войны. Эта война пришла к нам, она ворвалась, мы ее не ждали, и мы должны были защищать свой дом, мы воюем за свой дом. Имейте в виду, как говорится, когда мы говорим о мирных специальностях, о мирных людях, в Сороке погибло 2 врача. 2 врача. Один из них был в кибуце Бери. Он был... Именно 7 числа. Он должен был дежурить. И он где-то в 7 утра он должен был выехать в больницу на дежурство. Но он позвонил и сказал, что не может выехать, потому что поступают раненые. И он в медпункте кибуца Бери оказывал помощь этим раненым вместе с парамедиком, девочкой, с которой был знаком один из моих сыновей, который тоже парамедик. И террористы ворвались в медпункт. Они убили всех раненых, которых они лечили. Они расстреляли этого врача. Они расстреляли эту девочку-парамедик. Она была еще ранена, и она успела позвонить домой и говорила с своими родителями.
И она сумела оказать сама себе помощь. Они выстрелили в ноги, она наложила повязку, остановила кровотечение. Они вернулись в поликлинику и добили ее. И все это было в прямом эфире, когда она разговаривала со своими родителями. Они все это слышали? Они это слышали. Это к разделению между мирными и немирными. Один из врачей детской реанимации, который 7 октября работал в приемном покое и принимал раненых, он был в этот же день вызван в армию как врач на помощь нашим солдатам, и вечером этого же дня он погиб. Замечательные люди, замечательные врачи, которые не искали войны, не любили войну, лечили всех. Лечили детей, которых привозили из Газа, лечили раненых в их войнах. У них внутри Газы тоже свои войны между кланами. И все они поступали к нам из-за аварий, из-за разных причин. И эти врачи, которые оказывали им помощь, были застрелены этими же людьми. Стреляны в упор, расстреляны, зная, что они заходят в медицинский пункт, зная, что это врачи, что это парамедики. Девочка была в курточке парамедика. И это был медпункт, и они оказывали помощь. Они не были вооружены. Поэтому о том, что это настоящее зло, это зло в абсолютном его выражении, ни у кого не должно возникать сомнений. У меня в отделении работают врачи, израильские арабы, из Негева, из севера. Они все работали 7 октября. Они приехали, часть из них приехала под бомбежкой, потому что знали, что их помощь нужна. С одним из них я разговаривал через 3 дня и уговаривал его пойти домой отдохнуть. Он сказал, что он все еще в состоянии работать, он останется работать. И все они, как один, среди них есть верующие, люди, исповедующие ислам. Все они на том или ином этапе, и каждый по отдельности в разной форме сказали, это не ислам, это не мы, это какие-то другие люди. Это подчеркнуть свою отсутствие солидарности с каким бы то ни было нарративом, который пытаются внушить, что это война миров или религиозная война. Это война добра и зла. Это абсолютное зло с абсолютным добром.